Компания CF Moto уже на слуху во всем мире, благодаря своим последним мотоциклам, включая сумасшедший спортбайк 450 SR и туристический эндуро 800 MT, о которых выпуски выходили ранее, кто не смотрел, ссылки в описании. И вот после недавно представленного концептуального Naked NK-C22 компания уже запустила в продажу новый свой флагман CF Moto NK800, который с нетерпением ждут в Европе. Учитывая ценовую политику компании, эта модель должна стать альтернативой последних новинок в лице новой Honda CB750 Hornet, о которой также выпуск выходил ранее, и Suzuki GSX-8S. Также NK800 составит серьезную конкуренцию и KTM 790 Duke, так как двигатель у них один и производится он в Китае. Эта модель была недавно выпущена как более дешевая версия мотоцикла 890 Duke. CF Moto 800 NK, как и все новые китайские мотоциклы, выглядит почти идентично своему концепту. Да, он, конечно же, лишился многочисленных компонентов из углеродного волокна, одностороннего маятника, а также выхлопной системы SC Project, но при этом серийная модель полностью сохранила ту же общую форму, которая включает в себя характерную фару с центральным светодиодом и V-образным дневным ходовым огнем, а также плавный кузов от выступающих боковых панелей, которые аккуратно совпадают с краями фары, вплоть до бака, сиденья и хвостовой части. Невозможно не обратить внимание на необычное переднее крыло, которое имеет странную форму и повторяет декоративный элемент над фарой. Безусловно, 800 NK это красивый мотоцикл, который заметно выделяется на фоне всех остальных конкурентов. Как я уже сказал, выше сердцем новинки является рядная 799-кубовая двойка жидкостного охлаждения, которая устанавливается также и на модель туристического эндуро 800 MT. Этот двигатель достался китайцам от старого KTM 790 Adventure, так как австрийские специалисты по бездорожью от него уже отказались в пользу нового 889-кубового, и было принято решение разрешить использовать его на мотоциклах партнера CF Moto. Однако, в отличие от силовой установки MT, двигатель Naked выдает уже 99 лошадиных сил, что превосходит как новый двухцилиндровый Hornet с мощностью 90 лошадиных сил, так и новый GSX-8 от Suzuki, у которого и вовсе 82 лошадиные силы. Средний заявленный расход топлива составляет 5,5 литров на 100 км, максимальная скорость около 200 км в час. Несмотря на то, что двигатель вставлен в стальную трубчатую раму, снаряженная масса 800 НК составляет весьма достойные 186 кг, что даже меньше на 1 кг, чем у австрийского брата 790 Duke. Подвеска мотоцикла состоит из компонентов Каяба. Это регулируемая передняя перевернутая вилка и легкосплавный маятник с моноамортизатором сзади. За торможение отвечает известная система Jijuan, о которой я уже не раз говорил. Это два 320 мм диска с 4-поршневыми суппортами спереди и один 260 мм диск с 2-поршневым суппортом сзади. Мотоцикл оснащается 17-дюймовыми колесами, шины 120 на 70 спереди и 180 на 55 сзади, которая заметно шире, чем задний 160 мм баллон на Hornet.
Китае сейчас продается две версии мотоцикла. Внутреннее название CF807 и CF807A, но с точки зрения размеров, мощности и производительности они идентичны. Основное визуальное отличие заключается в том, что CF807A имеет вертикально расположенную приборную TFT-панель большего размера, что потенциально указывает на то, что эта версия имеет больше электроники с точки зрения режимов езды и помощи водителю. Оба мотоцикла оснащены полным светодиодным освещением и системой ABS от Bosch. Цена на CF Moto 800 NK в Китае начинается от $7000. Какая она будет в Европе, пока неизвестно.